Сегодня мы будем с вами разбирать наш с вами кармический долг. Что это такое вообще, что за кармический долг и откуда он берется? Кармический долг – это, скажем так, такая вещь на протяжении длительного эволюционного периода и в течение многих воплощений мы накапливаем определенную мудрость, делаем различные выборы, правильные либо неправильные, которые сказываются либо положительно, либо отрицательно на нас и на нашем окружении. И, соответственно, мы совершали также и различные неблагоприятные моменты. И для того, чтобы устранить такое дурное следствие наших действий, мы должны в течение нашей нынешней жизни взять на себя определенные обязательства, то есть в нумерологии так называемый груз прежних ошибок и необходимость избавления от него. Это называется кармический долг. Например, при расчете наших каких-то различных дат, вычисления нашего числа жизненного пути, числа судьбы, при расчете, если мы встретим такие числа, как 13, 14, 16, либо 19, то эти числа как раз будут указывать на наличие кармического долга. И когда мы составляем, то в любом моменте может проявиться это число. Поэтому можете, когда составлять свою карту, можете это четко проследить. И поэтому они могут действительно оказаться в различных местах. И поэтому мы с вами приступим к расшифровке различных наших кармических долгов. И начнем мы с числа 13. Первое число у нас будет 13. Тот, чье число 13, человек должен упорно работать над выполнением любой задачи. Препятствия будут возникать на его пути снова и снова. И такой человек будет очень часто падать духом и расстраиваться, видя тщетные усилия своих стараний. Некоторые люди с кармическим долгом 13 впадают в лень и негативизм. Нужно тщательно и хорошо взвешивать все решения, которые вы будете принимать. А также нужно помнить, что любые усилия, они не бесплодны. И успех будет достигнут всегда. Многие известные люди разных профессий имеют кармический долг 13. Это могут быть артисты, спортсмены, либо бизнесмены. Ключ к работе с числом 13 будет собранность. То есть очень часто люди с кармическим долгом 13 не могут сконцентрироваться, чтобы направить собственную энергию в необходимое русло. Для того, чтобы собраться, необходимо привести свою жизнь в порядок и привести в порядок свои мысли и придерживаться данному порядку. Порядок дел и вести его для наглядности. Придерживаться нужно и своего окружения, то есть окружение должно быть чистым и контролируемым, и не нужно откладывать это в долгий ящик. Если человек проявляет упорство и постоянные усилия, то неизбежно он достигнет того, к чему он стремится. Число 14. Число 14 говорит о том, что в течение предыдущих жизней человек злоупотреблял своей свободой. Кармический долг 14 требует постоянного приспособления к меняющимся обстоятельствам и неожиданным случайностям. Есть опасность, что вы можете стать жертвой злоупотребления каких-то наркотических веществ, алкоголя и чрезмерного потакаяния собственного удовольствия. Человек должен все время держать себя в руках и в узде. Скромность и сдержанность во всем – это будут основные средства избавления от этого кармического долга. Также чрезвычайно важно поддерживать свою жизнь в порядке, а эмоциональное состояние в гармонии и стабильности. Человек должен быть готовым к разного рода неожиданностям в своей жизни и при этом строго придерживаться выбранного курса
к тем целям, которые он поставил. Ключ к успеху – это гибкость, адаптабельность. Также необходимо поддерживать своего ближайшего окружения в порядке и чистоте, потому что решающее условие очищения и сосредоточения будет именно это условие. Также ключ к кармическому долгу 14 является и обязательность. То есть жизнь будет похожа на путешествие в шторм. Однако конструктивные усилия, о которых уже говорилось, способствуют тому, чтобы волны вынесли этого человека на берег максимально мягко. Нужно посвятить себя великой цели и поддерживать порядок в своей жизни. И только так можно избегать потакания своим собственным желаниям. Человек с кармическим долгом 14 сможет наполнять свою жизнь смыслом, если будет иметь перед собой высокий идеал. Только тогда он будет достигать успеха и высокого уровня духовного развития. Так, дальше число у нас 16. Число кармического долга 16, если оно присутствует в карте, означает разрушение отжившего и рождение нового. То есть разрушение человеческого эго и всего того, что оно успело нагородить за протяжении многих жизней. Это своего рода очищение, промывание, так сказать. Все, что было искусственно создано, нагромождено, то все это будет удаляться от самого человека и от его истинной сути. И оно будет разрушаться. Через число 16 происходит акт причастности человека к наивысшей духовности. То есть этот процесс может оказаться и в высшей степени болезненным, поскольку сопровождается обесцениванием всего, к чему было так дорого этому человеку. Человеку, рожденному с числом 13, кармическим долгом 13, следует быть особо внимательным к проявлению собственного эгоизма. Очень часто у такого человека в силу развитой интуиции и острого интеллекта появляется искушение смотреть на окружающих свысока и воспринимать мир с презрительной усмешкой. Это может быть причиной одиночества и замкнутости. Также число 16 – это одно из ключевых чисел, то есть процесс отмирания и возрождения будет становиться продолжительным. Но он постепенно будет вводить человека в состояние высокого самопознания и непосредственный контакт с источником всего сущего. Человек должен прийти к великой вере и выручить судьбу Создателя. Также происходит перерождение всего, что когда-то принадлежало самому человеку. Также через эту веру, благополучие и умиротворение человек может возвыситься на уровень духовного развития выше. Число кармического долга 19. Означает, что человеку необходимо культивировать собственную независимость в альтруистическом направлении и вырабатывать умение надлежащим образом использовать свою силу. Учиться не оставаться в стороне. То есть трудности, которые потребуется преодолевать, не выходят за рамки внутренней борьбы. Один из главных жизненных уроков кармического числа 19 – это научиться помогать другим, когда это действительно нужно. То есть ваша независимость эгоистична. Вы не хотите прислушиваться к мнению других, помогать им и давать советы. Кармический долг числа 19 означает, что человек слишком самозациклен и не открыт реальности и взаимообмену эмоциями с другими людьми. Также наиболее важный урок кармического числа 19 – это если вы не чувствуете, что прочно стоите на ногах, стремитесь к глубокому контакту с другими людьми, оказывайте всевозможную помощь, дарите понимание, заботу. Человеку с кармическим долгом 19 предстоит очень трудный путь эволюции в Робинзона, в
с идеологии «мой дом, моя крепость» к идеологии «все мы частицы единого мира». Как вы успели уже заметить, да, число кармического долга представляет одновременно и хорошие, и дурные стороны человеческой натуры. Нумерология – это независимый уникальный способ помочь человеку проникнуть в анатомию самого себя, своей души. То есть на этом пути возможно преодолеть свои собственные слабые стороны и развить сильные. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду рад вашим комментариям, вашей подписке. Всего вам доброго.